Здравствуйте. Сегодня по теме внедрения и распространения своего учения о спасении гармоничного развития я объясняю метод содействия с душой Бога. При этом, учитывая, что материалы семинара создаются именно в момент, который вот сейчас происходит, то первой актуальной проблемой, существующей с точки зрения предотвращения именно возможной глобальной катастрофы, является именно задача предотвращения войны в Ираке. В связи с чем я в свое время еще на сайт, который называется Grigoria.ru, дал информацию управления, связанную с этой проблемой. И это управление именно в том, что нужно концентрироваться на числах. При этом с точки зрения содействия, то есть соотношения, например, числа со словом, здесь используется метод, который основан на том, что если мы начинаем, например, произносить число, то с точки зрения перехода числа в слово и управления через слово действует тот принцип, что начало числа можно, вообще говоря, соотносить с действием слова, то есть некий обменный принцип. И изначально, когда мы говорим о том, что слово действующее, которое изначально создано Богом, и причем мы говорим, что слово создано для действия, мы сочетаем это слово с непосредственно числом, то с точки зрения души Бога мы видим, что душа человека познает мир на сопоставлении. И вот этот уровень познания на сопоставлении, он здесь приводит к тому, что когда мы рассматриваем, например, обстановку, существующую именно сейчас реально в мире с точки зрения текущей, так скажем, проблемы, то ту концентрацию, которую я дал, можно рассмотреть именно концентрацию взаимодействия числа как такового и слов, которые можно, например, получить с этого числа. Данная концентрация это 741. При этом нужно воспринимать с выпуклым больше, лучше с точки зрения окружности виде, и при этом эта концентрация такова, что вложенный смысл данной концентрации предотвращение войны в Ираке и во всем мире. Имеется в виду, что тот факт, чтобы не допустить, например, первых действий стороны Ирака. И учитывая, что здесь именно 741, то если рассмотреть число 7 с точки зрения как бы соотношения со словом, то 7, например, есть в русском языке некое такое незаконченное слово, предположим, все, да, что е, когда е переходит в е, то есть верхняя граница буквы. И если мы рассмотрим принцип роста буквы, да, восприятия, то две точки сверху это есть рост развития буквы е. Предположим, мы рассмотрим так, то все это то, что сейчас можно добавить, например, все. Все и все это, в общем-то, сопоставимые понятия. Если мы разовьем число 7, то в общем-то, есть смысл еще личностный, например, всем, если убрать мягкий знак. Тогда получается, что мы с точки зрения числа 7 и слов, которые сейчас привел, мы делаем управление, направленное на то, что мы фиксируем данную реальность по отношению как к текущему моменту, да, сей момент, например, все, также и соотносим ко всем, если добавляем, например, только одну букву всего лишь, В. И когда мы делаем концентрацию, можно сказать, что концентрация в число, например, 741, тогда В, естественно, возникает. И когда в данном случае мы смотрим дальше, то получаем, что объединенный фиксирующий фактор – это норма. 7 как норма воспринимается. Если один человек находится в норме, а число соотнесено со всеми, то норму можно распространить. Вот распространение нормы – это число 4. Если Ч разлить дальше, то это можно, переведя ее опять букву Е в букву Е, мы переходим к слову четный. То есть возникает нечто второе. Увеличение информации. И если мы исходим из уровня действия Бога, то Бог, который создал все, четно это то, что дальше. Да? Бог объединяющий и единый Создатель дает следующий уровень как бы развития самого себя, принцип созидания. Дальше мы следуем к тому, что число 1 это единение, то есть приход к единому, например, к единому миру. Когда мы рассматриваем развитие этого числового ряда, то мы получаем систему автономности действия данного ряда. При условии, что именно когда он приходит уже к уровню 1, этот объем информации становится, в виде, например,
автономно существующей сферы, которая работает уже только потому, что сознание человека переходит в структуру управления на внешнюю физическую реальность. Этот числовой ряд, кстати, работает и в случае, например, если идет очень сильный патологический процесс, ну, предположим, я применял в случаях, если быстротечный процесс злокачественных типов. В этом случае работает также система достаточно мощной именно регенерации данной числовой конструкции. И когда мы рассматриваем уже больше прогнозную фазу управления, то здесь, с точки зрения принципиальных систем мироздания, надо рассмотреть все-таки по возможности истинную причину существующих именно прецедентов, да, с точки зрения вот этой возможной войны в Ираке. Потому что здесь ситуация такая, что, например, гражданам государства Григория в первую очередь я рекомендовал работать именно по концентрации, ну и в том числе добровольцам по распространению моего учения и вообще всем желающим, чтобы не допустить этой ситуации, потому что, в принципе, речь идет о том, что в прогнозе, если развивается именно бурная катастрофическая ситуация, связанная с локальной войной, то речь идет, конечно, о том, что примерно в 2005 году может быть вовлечена Россия как страна, противостоящая фактически с точки зрения наличия систем глобального вооружения, например, США. И учитывая, что развить какой-то локальный инцидент между, например, Россией и США, это достаточно, в общем-то, несложная, по сути, задача в условиях разрастания локального конфликта, то речь идет о том, что в управлении в данном случае необходимо сделать управление, чтобы этого конфликта, во-первых, все-таки не произошло, потому что ведь если мы исходим из уровня противоборства лидирующих систем, то в данном случае, естественно, в системе, например, США, может быть, еще речь о том, что в данный момент такие задачи там не стоят, выгодно, конечно, то, что если, например, происходит некая система противоборств с использованием стратегического ядерного оружия между Россией и США, то она, конечно, по мнению, например, экспертов США, может не дойти до уважения территории США, но при этом статус России будет, естественно, преуменьшен, потому что если начинается боевое действие и оно не приводит к победе, то получается, в старом понимании еще до ядерного века, то статус страны преуменьшается. В связи с этим вот эти вот задачи именно лидерства, да, некой одной державы, должны быть, конечно, скомпенсированы действием каждого конкретного человека, связанного именно с тем, что он может, например, лично повлиять, например, по моей технологии управления, или выступить, вот как сейчас в мире выступают люди против, казалось бы, локальной войны. Ну, а с точки зрения вообще граждан, например, государства Григория, там цель вообще спасти, по моему учению, в том числе и каждого. То есть речь идет о каждом конкретном человеке на территории Ирака или о американском солдате и так далее. Поэтому управление должно учитывать сущность ситуации, которая сейчас реально есть, когда возможно лидерство одной державы, и при этом этого лидерства, естественно, мировое сообщество не хочет допустить, потому что при условии глобального ядерного оружия лидерство, вообще говоря, недопустимо в прямой форме. И поэтому управление в данном случае, я считаю, должно заключаться именно в таком глубинном, факторе учета ситуации. И если рассмотреть глубокие корни, почему вообще в Америке существует, кроме тех причин, которые были сказаны, существует вот эта ситуация по развитию этой напряженности. Предположим, да, есть понятие как кризис перепроизводства, да, например, сбыт продукции такой, что некуда сбывать. Те страны, которые подконтрольны, требуют отчетности и так далее. То есть есть какие-то внутренние причины, из-за которых страна вынуждена вести, в общем-то, функцию лидера, что ли. И при этом, я считаю, наиболее оптимальная форма сделать управление, когда страна, пусть даже любая, не обязательно США, ведет лидерство с точки зрения обеспечения реальной жизни вообще каждого человека, и не обязательно только этой страны. Поэтому следующий уровень управления – это то, что обеспечение просто реально нормальной жизни, как минимум, конкретного человека, любого. То есть мы опять пришли в сущности к одному человеку, который должен быть спасен. И поэтому
когда мы работаем уже с точки зрения метода содействия с душой Создателя, то здесь речь идет о том, что Создатель именно единый Бог, то мы видим, что изначально созданный человек, вокруг него, в общем-то, все и крутится. То есть ситуация, которая сейчас вот рассмотрена мной как ситуация в текущий момент, потому что, в принципе, остается несколько часов до истечения ультиматума именно предъявленного стороны США Ираку, при течении которого возможны боевые действия, то здесь получается, что ультиматум как таковой, да, вот начало действия некого боевого, это в том числе конкретному человеку, ну там маленькому ребенку на территории, там, предположим, Ирака. Если это теракт, это территория США, да, и задача управленца обеспечить конкретную личную защиту практически каждому, независимо от территориального уровня. И плюс, кроме того, существует сейчас ситуация с некоторой формой, похожей на пневмонию, где использована синтезированная система, которая уже объединяет структуры и животного мира, и человека, и поражает, например, там, в том числе органы дыхания. То есть возникает следственная система, которую можно рассмотреть как система, которая, собственно говоря, сопутствующая вокруг напряженных систем. Такое может возникать просто информационно. Поэтому следующий уровень управления – это управление через периферические системы, то есть управление следственными системами, которые могут возникать вокруг там, очагов напряженности. В связи с этим необходимо войти уже на втором уровне управления, если исходить из уровня того, что Создатель создает, в том числе, причем единый Бог Создатель создает следующий уровень, как уровень равнозначный, то мы равнозначность именно по возможности спасения, то равнозначность, она такова, что следующий уровень, он достаточно, соответственно, проблемный. То есть это, в общем-то, ситуация, мы можем сейчас видеть, предположим, вирусологическая природа ситуации, она в том, что это может быть адекватный уровень, ну, как бы, возможных глобальных последствий, да, потому что тип достаточно не выяснен с точки зрения колоссальной медицины. Следовательно, нам нужно сделать управление для того, чтобы придать уровень знаний. То есть следующий уровень – это уровень, требующий больше знаний. И чем дальше как бы вводится ситуация в кризис, тем больше требуется знаний, объединенных знаний людей. Так проще взять и применить знания изначально, то есть не допустить ситуацию. Поэтому, хотя остается времени не так много, необходимо сделать следующее. Выйти на уровень концентрации знаний человечества. Этот уровень находится над северным полюсом Земли в первой итерации в сознании, где-то, предположим, на расстоянии 25 километров от поверхности, рассмотреть просто, скажем так, серебристую сферу и как бы ее распаковать, знания использовать для предотвращения ситуации. Пусть это будут исторические знания, чтобы не произошло катастрофы. Дальше мы развиваем технологии доступа к себе. Вот если говорить о душе Создателя, то в душе Создателя, единого Бога, причем есть как внешняя система, которая равнозначна внутренней. Вот принцип равнозначности, следовательно, в вас есть то, что вы можете сделать из себя, да, из своего личного управления. Но есть там принцип долга, нравственного уровня управления. Так вот, когда мы используем то, что есть в вас внутри, это управление, идущее, например, от сердца, да, от души, управление создаваемой души. Так вот, можно, не обращая внимания на элемент создания, как вообще душа создает этот уровень управления. Просто-навсего выйти на уровень желания реализации, содействия с душой создателя, то есть сделать и там, и здесь. Увидев центр, например, концентрации знаний, которые могут превратить возможную глобальную катастрофу от иракской проблемы сейчас, например, на Северном полюсе, найдите возле своего физического тела уровень, который бы мог характеризовать идентичную систему, то есть ваше личное знание. Ну, предположим, там возле сердца сфера радиусом 5 сантиметров от груди, например, на 14 сантиметров. То есть получается общая длина до 19 сантиметров этого как бы отрезка. То есть если мы делаем управление совершенно конкретное и при этом пользуемся такими терминами, как там отрезок, например, какая-то фигура, то мы переходим к следующему понятию души Бога. Конкретные системы содержат бесконечную систему управления. И, следовательно, мы, понимая вот этот статус души Бога, мы сможем возле себя сделать переход на уровень физической реальности. Ну, предположим, чтобы остановить быстротекущий злокачественный процесс, в том числе в терминальной фазе, вот этот уровень перехода означает более глубокий вход в эту сферу.
в свою же собственную сферу, то есть глубина своей же собственной конструкции. Но это и так логически ясно. На логическом уровне управления, чем мы глубже входим в информацию, там, например, своей души, себя, тем мы ближе оказываемся к Богу, так как Он изначально создал. То есть мы ближе Его видим и видим точнее Его уровень управления. Так вот, изначально близость, то есть самая плотная, скажем так, близость управления, она заключается в содействии по цели. Естественно, создателю не нужно никакой войны. И если нам исходить из этого, то действие наше, оно должно быть однозначно. Не может быть войны, тем более, предложено для граждан государства Григория, любой конфликт, любой уровень уничтожения является недопустимым, даже если не говорить о воинах. Ну, включая добровольцев, например, по стране моего учения. Поэтому получается, что задача личная суметь сделать управление практически на уровне содействия, где содействие является и задачей, и в том числе пониманием содействия вот, как глубокого смысла единения с Богом фактически. То есть действие по задаче Бога, как уровень единения, уровень веры в свои собственные действия. И вот когда вы переходите уже к уровню веры в свои собственные действия, то достаточно, и как я всегда учу, даже одного, кто может предотвратить возможную глобальную катастрофу, человек, который это понял и пришел к этому. Но в том числе, если мы объединяемся или там следующих действовать так же, то обратите внимание, что, например, политические системы урегулирования там или национальные часто совершенно могут быть неэффективными в условиях, особенно абсолютизации систем уничтожения, таких как глобальные системы, то получается, что личный уровень управления он может быть единственным основным, а он должен основан быть в том числе на вере в достижение действий. Поэтому формирование веры – это то, что дано свыше. Вот почему религиозная система строится на элементах веры, потому что вера наиболее быстрый способ управления и достижения информации управляющей, в том числе способ, который не выводит логическую фазу аналитической базы управления на постоянный перебор вариантов. Это, собственно говоря, есть вариант, он реализуется. Поэтому в данном случае речь идет о том, что когда мы делаем такое управление, вот я специально, кстати, увеличиваю скорость разговора, чтобы держать именно управляющую фазу на наибольшем уровне восприятия, чтобы нам было понятно, что стоит сделать много работы, и мы обязательно успеваем. То есть вот все зависит от количества работы, сделанного именно той работы, которую сделал каждый. Другой вопрос, что если мы делаем управление и при этом, скажем так, кто-то действует быстро, кто-то, например, медленно, то возникает следующий стратегический принцип организации реальности от Бога единого. Он состоит в том, что каждый человек должен действовать, вообще говоря, одинаково по именно степени созидания. Этот принцип он заключается в том, что каждый, вообще говоря, имеет одинаковые изначальные характеристики, позволяющие ему это сделать. Следовательно, когда мы говорим о том, что надо предотвратить войну в Ираке, это, вообще говоря, способен, значит, сделать один, в том числе человек, именно в том числе, потому что общее число, да, например, если исходить из обратных уровней управления, в данном случае, число, переходящее в слово, или слово, переходящее в число, то в том числе имеется в виду, в том, как конкретно, например, там 7-4, в том, именно 7-4, это число. Или там числовой ряд, который можно назвать опять числом. Так вот, когда мы используем слово «в том числе» как слово, подразумевающее отсутствие числа, например, в том числе мы осуществляем какое-то действие, мы же часто можем не говорить о числе как о таковом, то в данном случае, в том числе, где имеется в виду конкретное число, мы подразумеваем, что можно использовать с одного и того же фразеологического уровня, вообще говоря, разговора, совершенно разный тип управления. Либо мы видим конкретное число, либо говорим в том числе, где, вообще говоря, исключаем сам элемент из управления. Мы говорим, да, элемент управления есть, но он в том числе. Мы о нем не говорим. Так вот, вот это действие, это есть действие, где душа Бога единого и душа человека растут одновременно в сторону управления событиями. Я сейчас словесно показал именно тот ряд, где этот рост происходит одновременно. То есть там нет различия, потому что совокупное действие, оно является как строго определенным, так и неопределенным вообще. То есть многомерность разового действия.
Объяснение, кстати, достаточно простое, логическое сейчас привел. Поэтому, если мы переходим к тому уровню, как логика переходит, например, на управление, там, ну, предположим, собственным телом, вам нужно восстановить ваше, например, собственное тело с точки зрения, да, следующих событий, то, рассматривая ситуацию, что вы, ну, например, ни в чем не больны, но при этом возможна ситуация, которая может привести к каким-то проблемным вариантам, типа глобального конфликта, то это все равно затрагивает все равно каждого человека. Почему я и говорю, что прекращение возможной глобальной катастрофы, это все равно лично дело все-таки каждого, по сути. И с точки зрения прогностических событий, это есть действие то, что, применяя именно метод все-таки соразвития, фактически в данном случае, с душой единого Бога и Создателя, где Создателем, кстати, может быть и человек, то мы получаем, чтобы в следующем событии не допустить, ну, например, там, конфликта между США в будущем, например, в 2005 году, нам нужно рассмотреть свои личные координаты в то время. То есть, ну, принцип очень простой. Рассматриваете лично каждый себя в том времени и вокруг себя строите полис нормы. А полис нормы, он исключает наличие конфликта. И, следовательно, вот именно элемент содействия с душой Создателя заключается в видении самого себя. Если задаться вопросом, как вот Бог себя построил, например, в виде физического тела человека изначально, то он же должен был себя видеть сначала. Потому что как строить, если нет, да, конкретной модели? То получается, что видение себя вперед – это есть элемент действия Бога. Видение впереди – это элемент, который человек вполне может изучить и совершенно конкретно использовать для того, чтобы управление жестко достаточно переходило на уровень физической реальности. Бывает фаза, когда управление должно переходить очень жестко. Ну, предположим, у меня были случаи, когда приходилось, например, наращивать платы материальности именно в технических уровнях, чтобы не было катастроф там, самолетов. При этом они перегорали, то есть их нет, их надо очень быстро нарастить. И при этом уровнем, самым простым элементом такого управления является просто-навсего выход на конструкцию собственного тела. То есть, когда вы видите собственное тело, то концентрация на теле с точки зрения внешнего наблюдения дает норму, например, в самолете. Метод перехода в физическую реальность – это собственное тело. И когда вы, например, делаете управление в данном случае, то принцип такой же можно применить, например, рассмотрев себя, причем не гипотетически, с точки зрения того, вот, возможно, там, в 2005 году вы будете там-то, а конкретно рассмотреть себя, предположим, конкретно в 2005 году, лучше ближе к окончанию года, уже ясно, что исчерпался, да, период времени. Тогда вы можете вокруг себя построить вот этот полис нормы, который будет характеризоваться тем, что норма начнет действовать сейчас. И как своеобразная, ну, как в общем-то, в варианте взаимодействия как домино, да, и поставить вертикально, она начинает сыпаться все, то здесь надо их как бы обсыпать наоборот к себя, то есть реструктурировать информацию так, чтобы, разведя ситуацию там, то есть сделав норму в 2005 году, получить норму сейчас. И как уже ответный сигнал, это сигнал отправить на Ирак. При этом это речь не идет, вообще говоря, только конкретно об Ираке, о том, что все-таки не были уничтожены, ну, и американские солдаты, или там другие люди и так далее. Поэтому, когда речь идет о том, что отсутствие конфликта, то отсутствие конфликта, ну, обычная норма, то есть полное отсутствие конфликта. И дальше идет задача снятия, по сути, вообще говоря, любого уровня напряженности. Потому что любая задача это как, ну, некий прецедент, который надо решать радикально, по сути. И поэтому, если мы начинаем экстраполировать информацию на будущее, то по действию с Создателем, по содействию с душой Создателя, причем единого Бога, мы можем видеть, что каждое следующее действие все-таки подготовлено как бы технологически путем, ну, дополнительных средств свободы, подготовлено больше к тому, чтобы было больше все-таки созидания. Ну, например, ну, простой пример. Если нам нет средств связи, да, там, телефонов, то, чтобы, скажем, отменить какое-то действие, нужно его каким-то образом сообщать. Если есть телефон, то можно позвонить в какую-то страну, договориться, и не будет там, например, там локальных хотя бы катастроф. То есть каждое следующее действие нужно найти характеристики пользы в развитии.
И исходя из этого, вот техногенную вот эту систему, технократическую систему развития можно как бы вывернуть и применить в сторону именно того, что это более полезный уровень для того, чтобы решить существующую систему конфликтов. И если исходить из этого, то мы приходим к определенному фундаментальному закону соразвития с душой Создателя и содействия именно с душой Создателя. И этот закон, он заключается в том, что вы имеете каждое следующее действие как намного более положительное, чем предшествующее с точки зрения как бы, первичного уровня управления. Тогда получается, если вы там, например, выводите импульс текущий, что вам нужно прекратить войну в Ираке, и он где-то вот возле вас, это световой импульс, то следующий уровень может быть существенно больше, он может разразиться как конкретная технология, предложим там всем, кто может участвовать в таком конфликте, и чтобы они, например, все-таки не участвовали. И дальше объединение, например, людей, почему вот по моему именно учению в синергическом развитии, распространение информации, это в том числе и реагентное распространение информации, то есть целевое, совершенно точное. Можно взять и точно совершенно дать координаты конкретному человеку, что ему сейчас делать. Если он это глубоко осознает, конфликт может сразу же быть реструктурирован. Ведь задача Создателя, единого Бога, сделать так, чтобы человечество умело самостоятельно решать вопросы внутреннего регулирования. Ведь есть логика, данная людям, которая говорит о том, что вполне нормально жить, это наиболее здравый смысл поведения. Поэтому как бы вот эта конфликтная база, конечно, есть мнение, что некая угроза там существует и так далее, но речь идет о том, что ведь, предположим, сопоставив такой простой фактор, что если мы имеем такую проблему вообще вот в мире, что теоретически Ирак может напасть, например, на США, но у США достаточно сильная система, вообще говоря, защиты территории, и считать, что он может нанести какие-то проблемные удары, это, в общем-то, я думаю, не, в общем-то, корректно с точки зрения именно того, что это будет силовой удар. Это, теоретически, если такая ситуация экстраполяционно может возникнуть, как некое развитие возможное, то здесь получается, что США успевает защититься, даже по вероятностной модели. Но так как мы именно все-таки работаем не с точки зрения вероятностной системы, а с точки зрения точного управления, то в информации такого, вообще говоря, не наступает. То есть нет такой информации, чтобы Ирак взял и, например, там, напал первым когда-либо на территорию США. Поэтому получается, что надо исходить из того, какой мотив, вообще говоря, в управлении строится. Если такого информации нет, а действие происходит, тогда в чем вообще сущность данного действия? Да, я привел, например, один уровень, где есть экономические причины, есть какие-то причины лидерства, например, какой-то территории страны. Но здесь ситуация еще заключается в том, что существуют внешние массивы информации по отношению вот к такой системе, как развитие человечества. То вот эти вот внешние массивы информации, они могут, естественно, влиять. Что есть влияющая система? Если мы рассмотрим тот уровень, что, например, человек, который мыслит, он может влиять на какую-то ситуацию либо физическим способом, либо за счет управления из своего сознания, то получается, что внешняя система, созданная единым создателем, которая влияет, но влияет, например, не в корректную степень управления, то есть там, где есть деструкция, разрушение, внешняя система нуждается в корректировке. Как правило, способ управления этой внешней системой, это, вообще говоря, обучение, то есть привнесение знаний, которые вы имеете в область, которая, вообще говоря, является внешней событийной областью. В данном случае событийной областью является прекращение войны в Ираке. Поэтому, исходя из этого, мы получаем, что для того, чтобы получить в том числе и личное управление, то есть сделать одновременно действие самовосстановления, действие восстановления других, потому что каждый управленец, он одновременно действует и путем восстановительного все-таки уровня, например, своего, если есть необходимость восстанавливаться, то вот эта вот система управления, она заключается в том, что для того, чтобы сделать действие, восстановительный уровень должен содержаться в действии. И при этом восстановительный уровень содержит норму, то есть норму на вашу физическую, социальную, событийную и так далее.
И вот эта норма, перенесенная на внешний признак управления, фактически, в общем-то, обучает тот неинформированный, что ли, сегмент, действует так, чтобы вот происходит, например, это в мире. То есть мы в данном случае просто-навсего рассматриваем то, что какая вообще управляющая система, в принципе, на информацию, как вот абстрактная форма управления, некое многообразное переплетение этих нитей, да, или там сферообразная система, без разницы, как они выглядят, почему движение этих информационных схем приводит к таким вот социальным, например, событиям, которые сейчас в напряженной системе возникают. Поэтому я предлагаю сейчас сделать такое управление совместно всем. Прежде всего, сделать управление по своим задачам, то есть сделать полис нормы, и этот полис нормы распространить на неинформированные системы, в том числе на макросистемы, чтобы эти макросистемы были как бы обучены и так отработали, чтобы все-таки не произошло этого глобального в перспективе конфликта. Так что вы сейчас начинаете работать, я буду работать вместе с вами. По возможности сделайте еще концентрацию опять на режим 4.1 и посмотрите, когда вы делаете концентрацию, как усиливается управление. То есть можно, например, больше концентрироваться даже на 4 или на единицу, то есть кто что выбирает. Выберите по одному числу из этого ряда, то вы увидите, что здесь вот индивидуальность, то есть каждый выбирает свое число, но совокупное действие, оно получается, вот я просто это сейчас вижу на уровне даже действия, что оно единое. То есть если мы имеем вообще вход в систему, хотя бы через один какой-то элемент, через одно число, действие целевое, оно получается объединенным. И это еще один из принципов организации души Бога. Там, где многообразный вход, но по цели единой, в единой цели получается максимальное выражение единства. И вот этот принцип управления, он заключается в том, что если много людей действует вот на эту неинформированную область, которая, например, предложим, можно поставить так, что управляющая область информации не знает, как вообще снормировать систему, как не допустить вот этой вот войны в Ираке. Для этого, чтобы проинформировать, скажем, можно спуститься по уровням управления к конкретным людям, там долго убеждать на уровне информации или социальных действий, что или можно сделать так, или не так, но государство это достаточно автономная система, войти в систему извне на социальном уровне это сложно, не все дипломаты могут решить такие конфликты, поэтому ситуация заключается в том, чтобы сделать действие, когда оно естественно будет для тех, кто участвует в этом конфликте, что не нужно переходить, например, к глобальной катастрофе. Для этого, прежде всего, надо выявить собственную сущность данного человека на уровне всеобщих связей. И когда, например, какое-то лицо участвует в управлении, постараться ему помочь в социальном управлении, понять, где эта неинформированная область информации, которая влияет на макросистему, вообще, например, событий на Земле. То есть, если исходить из того, что это макро может быть не такой уж и большой, предположим, состоит из того, что на листочке растения находится некая клетка, которая не адаптирована, например, к миру в уровне развития человечества, то может быть, что из этой клетки идет деструктивный импульс. Поэтому
получается, что как в случае злокачественного заболевания, когда одна клетка начинает реструктурировать организм, в данном случае вот эта вот макронеинформированная область может быть материально одной небольшой клеткой одного растения. Поэтому вот именно по моему учению о спасении гармоническом развитии распространение знаний должно идти вообще во все сферы жизни, включая сферы, которые, например, не соотносятся с жизнедеятельностью человека. Когда есть учет именно этого фактора, то мы уже не упускаем, возможно, какую-то структуру вакуума где-то на очень удаленном участке или какую-то планету, или какое-то вообще действие в информационном пространстве. Как только мы ставим за задачу учета любого действия во всем пространстве реальности, включая информацию, фактически, если мы снова приходим к методу действия души единого Бога, где методом является знание всего. То есть вот когда вы именно исходите из того, что надо знать все, чтобы сделать точное управление, то вот этот уровень всезнания, это, как правило, более глубокое обращение к собственной душе, в основном количестве методов личности. Так вот, по аналогии с этим, ведь если мы рассуждаем именно так, как я сейчас показываю, что душа единого Бога создана, получается, самим же единым Богом, так же, как и душа человека, ведь человек создан телом по образу подобия, но и душой тоже. Поэтому получается, что может быть принцип размышления обратный. Каким образом выйти на больший потенциал Бога в плане созидательности, как понять его знание. Так вот, когда мы обращаемся к своей душе, то он, значит, также может идти вглубь души Бога. И поэтому надо выработать такое расстояние, вообще где глубина души Бога. Если мы говорим, например, мы глубоко можем рассмотреть собственную душу, то есть познать глубину души, есть такой термин, глубина души человека, человек глубокой души, то получается, что глубина души единого Создателя должна также существовать, просто по аналогии. То есть принцип аналогии, он очень удобен, и он, в общем-то, говорит о том, что если мы изучаем, действие себя фактически, что мы можем делать, то по аналогии мы можем просто получать информацию уже от единого Создателя. Поэтому, получается, смысл единого Создателя может быть еще и тот, что есть единый Бог, который все создал, а есть единые создатели на уровне информации. То есть, вот, например, взять растительность, там есть некая информация, которая создает растительность, и так далее. То есть здесь речь идет о создателе как об информационном уровне управления, где понятие единый Бог стоит над всеми понятиями, которые являются постструктурами далее. Поэтому, когда мы здесь используем вот этот термин, то движение именно вглубь души Бога, единого Создателя, это и есть сосоздание, то есть нужно сосоздавать. Вот ведь Бог, Он и есть Создатель, в том числе и единый Создатель. И поэтому мы здесь не преуменьшаем именно значение единого Бога, если мы говорим, что есть единый Создатель какого-то макромассива информации. В плане социальных элементов, например, на материальном уровне, это и создание некой социальной технологии развития общества, то в качестве объединенного Создателя, получается, в дальнейшем единый выступает фактически человечество, которое живет в данном социальном уровне развития, конкретная нация, народности и так далее. Поэтому получается, что мы можем говорить о том, что движение к глубину души и одновременно разобщение, то есть многовариантность, полная свобода личности, развитие по каким-то специальным социальным условиям, но одновременно единство в плане какой-то цели. Так вот, это цели, это есть макросозидание, то есть исключительно созидание, в том числе вечное, например, гармоничное развитие и так далее. То есть цель выработана сама по себе как инструмент движения, получается. В данном случае я рассматриваю цель развития как инструмент познания фактически души единого Бога. Поэтому, когда мы двигаемся, например, дальше к духу единого Бога, то почему дальше? Потому что душа — это первичный уровень
именно душой изначально Бог создавал все, то дух, как у человека, да, следствие души, то нам приходится двигаться дальше, логично. Элемент, который создавал, то есть я перехожу на логику управления, значит, человека, он, конечно, ближе, чем элемент следственный. Поэтому, двигаясь к духу Бога, единого Бога, мы получаем события уже в детализированном виде. Ведь Бог, который изначально является уровнем всех событий, здесь при дальнейшем развитии он начинает детализироваться. Так вот, дух Бога – это развитие событий. И мы, когда видим, что дух, он может быть исключительно созидательный, то вот эта вот разница, где есть неинформированная система и задачи человека по познанию этой системы, эта разница состоит именно в том, что весь внешний массив, так называемый неинформированный массив управления, это всего лишь навсего та истинная, скажем, глубина души человека, которая способна массив переинформировать. Так вот, я пришел к тому, что вообще говоря, в истинной глубине человека всегда есть ресурс, всегда есть возможность ситуацию изменить. Поэтому получается, что так как я пришел к этому, кстати, логически сейчас, вот я в большей степени использовал логику, объединенную с действием именно единого Бога. И с действием создателя единого, например, по области макрособытий, например, социального общества, создатель в данном случае выступает единый создатель, это есть люди, которые создавали такое общество, то получается, что единство людей в качестве единого создателя, это есть путь, когда все вместе двигаются к законам, именно созидательным законам вечного развития, гармоничного развития, и при этом каждый на этом уровне сам постигает, вообще говоря, сущность управления, то есть он сам может делать, он может сам остановиться, он может кого-то научить, он может делать весь комплекс социальных, управленческих мероприятий, делать норму здоровья и так далее. И поэтому, по моему учению в спасении гармоничного развития, самым, в общем-то, эффективным методом по распространению технологий является личное действие, личное достижение результата, личное участие. И при этом, например, сейчас граждане государства Григория, они собирают подписи, которые направлены на то, чтобы не было войны в Ираке, противодействия войне, то вот это социальное действие, оно входит в порядок, в общем-то, задач, этих граждан, то получается, что когда задачи, например, в государстве Григория задачи действовать исключительно созидательно и при этом любой конфликт надо сделать так, чтобы он лучше не существовал или противодействовать, то возникает такой уровень, что в рамках системы государства или в рамках моего учения в гармоничного развития здесь действие может быть направлено только на исключительно созидание. То есть это вообще как движущий механизм. Когда действие очень четко вырисовано и оно, в общем, имеет конкретную формулировку, то это и есть механизм, который двигается. Поэтому вот это вот движение, то есть, например, для того, чтобы восстановить человека, необходимо сделать элемент, предположим, собственного движения, то вот это движение может быть именно движением все-таки четкого понимания, то есть четкой именно системы формулировок действия. Я специально привожу вот технологии учения, задачи, например, государства Григория, потому что здесь важно выработать в уровне достаточно иногда большого количества, предположим, лекционных материалов или вашей личной работы в семинаре, выработать все-таки совершенно конкретные аспекты управления, которые совершенно четкие и лаконичные. Так вот, следующий метод содействия с душой единого Бога, это есть выявление конкретных, законченных и, в общем-то, четких форм в прогностике, в управлении, в самовосстановлении, например, в решении личных задач. И здесь получается, что решение своей личной, может быть, даже такой задачи, которая в суете, постоянно крутится, но вы на нее не обращаете внимания, это, вообще говоря, задача от единого Бога, задача существенная, потому что если у вас не решена хотя бы одна задача, которая является вашей, или на чувственном уровне, или на физическом, или на информационном, то нельзя сказать, что
вы находитесь как бы все-таки в гармоничной ситуации, именно по уровню управления. То есть вы можете находиться, конечно, в гармонии в условиях отдыха или в условиях того, что вы загружены другими задачами. И вам тогда некогда просто думать о каких-то второстепенных системах и задачах. Но, по сути, вы должны уметь решать, получается, любую задачу. И поэтому следующий уровень – это системность выявления задачи и решения этих задач. Почему я говорю, практикуйте как можно больше, например, по, казалось бы, частным задачам, да, по моему учению спасения гармоничного развития, но при этом же вы постоянно вводите норму для всех. Поэтому здесь решение задач личных – это все-таки достижимость системного уровня, а мы обязательно должны сходить из достижимости системного уровня. Ведь если мы рассматриваем сейчас, именно что сейчас происходит реально в мире, то, например, дипломатические системы не решают в данное время именно, по сути, возможность именно предотвращения войны в Ираке, они фактически себя уже исчерпали. Социальная система. Следовательно, получается, остается единственная возможность, точное решение – это ваш личный духовный уровень управления. И когда вы понимаете, что часто технологии такого типа – это единственные технологии, которые вообще возможны. У меня бывало достаточно часто, чтобы сместить события, если это космические системы навигации или программные комплексы, которые могут сместить систему, предположим, начала боевых действий стороны ракет глобального уничтожения в космос, то можно влиять только за счет духа, больше никак нельзя. Или сфорсировать ситуацию вперед. В конкретном случае, просто из авиапротоколов, которые были опубликованы, попадание птицы через 7 дней после прогноза в двигатель, если бы пилоты не знали, как потом было установлено экспертно, конечно, что это просто птица, то были бы последствия достаточно существенные. То есть все зависит от уровня знаний и реагентности. При этом было достаточно жесткое попадание птиц, что двигатель был снят просто, он был разбит. И поэтому получается, что как можно логически знать, что через 7 дней птица упадет. Никаких признаков нет, это внешняя система. И стремиться все-таки нужно знать совершенно конкретно. Кому интересно, могут прочитать протокол, это трехтомник практического управления пути спасения, в первом томе этот случай. И если, например, рассмотреть эту систему с точки зрения того, вообще, как вообще эту птицу видно, вообще, как, если исходить из того, что можно здесь сделать, кого спасти, например. Предложим, самолет летит, люди и птицы. По задаче создателя, единого Бога, надо, вообще говоря, птицу спасать. И получается, что здесь возникает следующий уровень понимания мироздания. Исходя от уровня души единого Бога, все элементы созданы равными. Предположим, есть конфликты, например, в Чечне, элементы, которые соотносятся по каким-то причинам именно с понятием мусульманского мира. Здесь получается разный человек, независимо. Естественно, изначально он равен и по Конституции, но здесь ведь надо понимать, что если мы занимаемся локальным конфликтом, предположим, в Чечне происходят конфликты, то речь идет о том, что здесь равные люди находятся в таких условиях. И поэтому, если мы исходим из того, что люди находятся в таких условиях, а как вести, например, дальше систему рассуждений в плане управления, из уровня равенства, то дальше, даже, например, элементы такого животного мира должны находиться, в общем-то, в условиях нормы, то здесь получается, что следующим уровнем развития является соразвитие внешнего мира, например, животного мира, растительного мира, вместе с человеком. То есть интеллектуальный уровень человека, получается, при развитии человека, он должен быть таким, чтобы передавали знания элементам фактически, в общем-то, внешней реальности. То есть птицы, например, животные, растения и так далее, все элементы внешней реальности должны быть развиваемы совершенно, причем так же, как человек соразвивается вместе с единым Богом, эти системы также должны соразвиваться. Поэтому в данном случае элементом управления было, конечно, передать возможность корректировки в полетных условиях, но тем не менее здесь возник вопрос, что птицы
ну, как бы фактически не успели, да, освоить эту информацию, птица все-таки попала в самолет. Поэтому, кстати, был единственный случай, когда вот в моей практике как бы некое живое существо попало по траектории движения. И здесь получилось так, что, правда, потом были уже дальше разговоры, а птица ли это, почему такие серьезные разрушения двигателей и так далее. Но, тем не менее, посчиталось, что это все-таки была птица. Значит, но если даже, например, да, есть мнение, что, ну, как бы, что это было все равно считается, что птица могла попасть. Может быть, ну пусть даже это был какой-то камень, условно. То, значит, нам были элементы, которых именно говорили, что это все-таки птица, возможно. Так вот, получается, что если даже есть возможность ситуации, ее все равно надо реструктурировать. То есть птица все равно желательно, чтобы не попала. Но получается, она должна освоить знания. Так вот, при равенстве, значит, распределения информации как просто в мире, создатель создает единые равные условия для всех фактически. И поэтому человеку, в общем-то, можно познавать душу создателя по аналогии его следующего действия. Так как создатель дает равные действия, то, анализируя вот эту ситуацию с птицей, мы можем сказать, что как создатель вообще дает знания птице, например. То есть посмотреть, как сделать так, чтобы птицу, например, вывести из уровня управления и дать, как из этого получить элемент, предложим, там, самовосстановления, то есть как человек должен решить свои собственные вопросы, то есть как события должны вокруг этого человека складываться, чтобы он умел фактически учитывать какие-то ситуационные вещи, относящиеся к элементам, предположим, там, растительного мира, именно животного мира. Почему я все-таки акцентирую внимание на именно мире, предположим, растительном, животном, потому что в случае боевых действий, ведь ну, задача, например, если начинаются боевые действия, то могут пострадать, естественно, там, животные, да, растительный мир. И вот выйти через структуру понимания информации растительного мира или там, животного – это один из уровней управления, потому что ведь они тоже имеют свой собственный статус сопротивления в мире, чтобы не быть уничтоженными. И если этот уровень надо нам учитывать и с ним работать, то получается, что уровень работы заключается в том, что можно выйти на уровень передачи знаний, да, по развитию, с нормой развития человека и получить как бы формальный вход в развитие дальше. То есть мы можем получать управление, например, из того же листка растения, и этот листок был реструктурирован, то получается, что мы фактически его восстановили. То есть элементом, вообще говоря, информатизации является просто импульс восстановительный. Дать ему норму, он ну, просто как бы оживет, и мы имеем то, что, например, нет элемента реструктуризации именно в глобальном понимании. Поэтому сейчас я привел к тому, что задачей создателя единого Бога, причем является точность, является учет любого фактора, и является то, что вот четкость форм – это есть проявленный, например, на физическом уровне мир. И вот когда мы хотим посмотреть, как создатель создает и создавал физическую реальность, ну, как глазами именно создателя, потому что часто приходится работать глазами изначально создававшего, например, там, построить орган в человеке, если он реструктурирован, если поражен там, метастазами, это надо же делать так, как делал единый Бог. То есть эта технология, получается, будет очень простая, если вы именно так делаете. Другого, вообще говоря, в принципе, пути не существует, если речь идет именно о глобальных каких-то патологиях, но даже при минимальных патологиях лучше действовать именно так. Поэтому получается, что когда вы хотите посмотреть, почему вот мир создан именно так, то есть почему, ну, есть, например, да, существуют люди, есть какие-то элементы реальности, физической событийной системы, то можно рассмотреть следующий элемент управления. Вот, четкость, выявленность форм, задачи исследования и следующего развития – это все есть человек. Как, минимальные характеристики человека. То есть, получается, человек, он создан из задач развития единого Бога. И когда мы хотим, посмотрим глазами, да, единого Бога, то видим человека в первую очередь, а социальные, значит, все какие-то элементы, которые происходят в мире, это фактически элементы следующего развития, то есть элементы, которые дают возможность человеку правильно развиваться. Следовательно,
любой элемент содержит элементы правильного развития человека с точки зрения первичного импульса создателя. И вся технология, она очень проста. Ну, всего лишь навсего пойти как просто к Богу, ну, значит, двигаться в сторону, значит, его создания человека, и он получает весь объем информации. Вот почему я часто все-таки использую вот этот уровень именно единого Бога, Бога-создателя, потому что этот личностный фактор действия единого Бога, он дает как раз колоссальное, вообще именно он дает точное знание по сущности развития ситуации, потому что если мы будем исходить из уровня, ну, все-таки следственного, да, где есть уже материально правильная система, то мы попадаем в локальную систему. Человек может очень долго думать о себе, о физическом теле, но при этом он, собственно говоря, выйдет все равно на структуру уже его создавшую. Так лучше сразу исходить из структуры его создавшей и по возможности смотреть через нее. Почему я говорю структура? Есть структура, которая правильно действие информации, да, восприятие человека, а есть единый Бог, который вообще создает и эту область восприятия. Поэтому переход к единому Богу – это уровень, все-таки следующий уровень, где душа видит, как она организована. То есть какие вообще ее задачи, это смысл собственной души. Как только человек его понимает, он же может мгновенно восстановиться, если у него есть какие-то там проблемы со здоровьем. И получается определение смысла в локальном, казалось бы, действии, это есть действие, по сути, божественное, то есть действие Бога, направленное на соразвитие человека. И поэтому, когда это действие переносится на следующий уровень реальности, например, там, не нужно, чтобы была война в Ираке, то действие вполне может достигать результата от одного уровня только передачи. То есть вот почему, по моему учению спасения экономического развития, надо распространять как можно быстрее знания. Ведь могут быть люди, которые находятся как раз на той границе, где их уровень передачи моментально решает вопрос и одновременно распространяет знания полученные. Ведь в условиях существования глобальной системы уничтожения, да, террористов и так далее, ведь на самом деле ведь все-таки не происходит каких-то катастроф в мире. То есть этот принцип работает достаточно эффективно, вот этот уровень развития единого Бога, что люди фактически лично, в том числе, держат ситуацию на уровне нормы. Так вот, давайте просто присмотримся, что делает каждый конкретный человек. То есть сейчас, что он делает? Понятно, что каждому, по сути, не нужна война, но вот он что-то технологически делает. Предположим, он идет в магазин, делает какие-то социальные дела, а вокруг него постоянно крутится информация выравнивания вот этой ситуации. Где эта информация именно от создателя? То есть следующий метод, фактически, или подметод, подструктура управления содействия с душой создателя, это видеть, где действуют, у каждого человека действуют эти вот линии своеобразные создателя, именно единого Бога, где они проявлены. То есть у каждого человека есть система норм, которая от единого Бога у него существует. Поэтому, чтобы, например, нормировать свой организм, там, привести его в норму, мы вполне можем делать так, чтобы организм был здоров, если только мы увидим вот эту систему норм от единого Бога. Он же изначально всю событийную линию все равно сделал нормально. Причем с точки зрения даже вечного развития. У каждого есть и технологии, и элементы вечного развития. Просто этому надо уделять время. Как правило, все часто заключается в том, что бывает, нужно всего лишь навсего уделить время. И просто вот в суете, там, или человеку некогда, или он об этом не задумывается, он это не делает. Получается, элементом управления в данном случае является просто-навсего концентрация внимания. Просто на это обратить внимание, и все. Почему я даю свою систему управления как систему концентрации, или как систему просто фиксации внимания. Потому что стоит только где-то зафиксировать, моментально происходит правильное управление, если только единственное правильно зафиксировать. Часто система управления строится предположим, технологии сопоставления набором определенного уровня цифр, слов, их фраз, предложений. И часто можно видеть, что там кусочек предложения, часто я как-то в свое время смотрел, что даже выбрано предложение где-то в середине, это есть управляющий момент. То есть надо стремиться к тому, чтобы каждый вообще символ лучше был управляющим символом. А это, получается, произвольная речь, но сказанная информационно в нужном месте, в точке концентрации.
И вот когда нужные действия происходят синхронно вот с этими своеобразными линиями, областями действия и проявления единого Бога, мы видим, что задача тогда решается очень быстро. И каждый, кто видит задачи свои, он видит также задачи других, он одновременно помогает всем уровням своей созидательной, так скажем, конструкции от Создателя. И поэтому вот выявление вот этого уровня созидательной конструкции, то есть где вы обязательно помогаете, где вы обязательно создаете, где вы способны решить фактически любую ситуацию в сторону нормы, это есть специальная, вообще говоря, процедура, направленная на единение с единым Создателем. То есть я сказал здесь, что есть уровень единения, который проявлен, например, в словесной фазе, а есть процедура, когда единение – это есть ваше внутреннее действие, где вы специально стремитесь, чтобы быть единым с единым Богом. Тогда получается, что вот этот уровень специального стремления, то, что проявлено в социальных событиях, в росте каких-то задач, решении задач, в интеллектуально-творческих каких-то реализациях, вы этот уровень уже имеете как уровень личного действия. Так вот, уровень личного действия изначально дан единым Богом как уровень полной свободы. Поэтому человек находится, постоянно принимает решения, получается. И вот это там, где находится линия именно Бога, она дана равнозначно. Бог дал все единым, то есть все имеется на равном уровне восприятия. Поэтому получается, что эта система, она требует того, что человек должен принять решение и действовать в соответствии с тем, что дал единый Бог для вечного развития. Поэтому здесь ваше личное действие должно быть точно направлено. Так вот, выявление этой системы – это прежде всего понятие сути ваших действий и плюс то, что эта суть должна быть реализована. То есть вот уровень реализации, почему я по моей системе о спасении обязательно говорю, что системным уровнем является все-таки получение реализованного действия. Если действие есть управление, например, затягивается реализация, то получается, что надо найти комплекс причин, которые бы соотносился с тем, почему так происходит. И вот чтобы в экстремальных ситуациях реализация не затягивалась, эта область должна быть приближена к телу. Вот область социальная, область событийной информации должна быть приближена к телу. Чтобы реализация произошла мгновенно, часто эту область просто надо настолько, придвинуть к себе, чтобы вы увидели, что из этой области организовывается ваше тело. То есть вообще это видно так, что как только вы эту область подвигаете к себе, вы приходите к своему телу. То есть уровень, где тело фактически рождается на информации. Физическое тело человека на информации здесь рождается. И здесь видно, что при этом оно находится в состоянии постоянного рождения, то есть в состоянии вечности. И когда вы видите этот сегмент, то любой элемент реальности, предположим, заболевание, возможно, или какое-то социальное событие, это всего лишь навсего фрагмент информации в вечной структуре. Его можно просто взять и изъять и куда-то в сторону положить. То есть действие именно по поиску вашего личного решения в управлении, это есть действие фактически по именно нормированию и нормализации того фактора содействия с душой Создателя, что есть душа именно Бога Создателя, которая содействует постоянно, а есть ваше личное стремление. И вот эта совмещенность есть человек. Получается, что человек как единое проявление вечности, вечного развития. Здесь мы видим, что по данной технологии именно содействие с душой единого Бога, получается, что если мы имеем человека в таком статусе, а так и есть, сейчас я показываю, как это выглядит, то получается, любые ненормированные системы – это системы, которые, вообще говоря, возникают, как правило, или где отсутствует уровень знаний, например, такого типа, что нет, вообще говоря, основы для деструктивных систем, или же потому что знания, которые набираются по, например, предотвращению какой-то катастрофы, по предотвращению какой-то
проблемные ситуации, эти знания не структурированы системно. То есть они могут быть разовые, предположим, разовые действия, но вот именно нет системности, которая бы обязательно привела к тому, что действие реструктурировано. Так вот, давайте сейчас, я считаю, надо направить совместные усилия на то, чтобы действие обязательно дошло до уровня предотвращения возможной войны в Ираке. То есть действие каждого должно дойти до этого уровня. Я понимаю, что там есть, конечно, сопротивление, социальная система, но тем не менее, на самом деле это действие очень нужно всем сторонам, и Ираку, например, и Америке и так далее. Поэтому, чтобы действие усилить, можно выйти через такую систему. Как я сказал про Россию, то выйти через структуру этих 3 стран, и при этом, учитывая, что для США, предположим, страны Западной Европы, они не представляют проблем с точки зрения мирового лидерства. Значит, здесь четко зафиксировать какие-то социальные градации, что вообще в мире происходит. Каждого по-своему. Я дал одну из характеристик. Поэтому здесь получается, что мы должны собственный принцип, само остальное, собственную норму, мы же хотим нормы, мы должны прийти к тому, что собственная норма должна быть такой, что она должна быть защищена. То есть с какой стати конкретно каждому из вас сидящему нужно, чтобы некие военные действия как-то вас касались. Это вам не нужно. Просто вы те личности, которые этого не хотят, например. Простой постулат. Тогда получается, распространив эти действия, например, дальше, кто будет потом смотреть, например, этот видеосеминар, мы можем делать универсальную систему управления. Распространение настолько мгновенное, то есть настолько быстрое, что вы действуете одновременно с душой единого Бога. То есть от себя, от вас свет идет настолько быстро, что он не различим фактически на уровне отдаленного сознания. Это единый свет, так же как и свет единого Бога. И этим светом закройте все свои события, то есть приведите их в норму, и чтобы не было войн. То есть такое сделать управление я буду делать вместе с вами. И потом в социальном плане, если мы рассматриваем уровень именно управления, то кому как не конкретному человеку решать конкретную ситуацию. То есть если мы смотрим на просто социальным обычным логическим взглядом, конкретный человек, конкретный президент, он какие-то принимает решения, и поэтому в логике так и получается, человек решает ситуацию. Если мы исходим из того, что один человек решает, то действие Бога, содействие с единым Богом заключается в том, что сейчас, когда, например, ставится несколько часов до возможности начала боевых действий, каждый заинтересован в том, чтобы они не произошли. Мы делаем экстраполяцию на все события мира, чтобы использовать данную практику, которая направлена на прекращение возможной катастрофы на будущее, то здесь находится то, как Бог обучает, то есть как душа Бога обучает через духовное присутствие. И здесь уровень духовного присутствия, он заключается в том, что олицетворенный Бог, то есть личность Бога, это Бог, например, имеющий физическое тело человека. Здесь получается, что проявление его задач и его помыслов это в каждом из нас. То есть единое понятие Бога, где он проявлен в содействии бесконечной жизни человека. И идя по этим линиям познания,
можно видеть, что духовное присутствие – это в том числе и дух человека. То есть вот создание духа человека на уровне духовного присутствия, где вообще вот Бог создает дух человека? Он находится в следующем уровне именно духовного присутствия и Бога, и человека в действии управления. Ведь в свое время, когда вот я как-то ставил именно задачу действовать душой и получать действие духом человека, но душа тоже создает дух собственный. Действие, значит, духа получается, что вот где точка, где одновременно создается или, скажем так, область одновременно создается и, значит, духом Бога, единого Создателя, и духом человека, дух человека, где он создается. Так вот, это конкретная область, где это происходит. И вот та область, которую сейчас я сказал. Если в этой области мы, значит, какое-то событие, то есть его выводим сюда, значит, в описанную область, то события начинают нормироваться из-за соприсутствия двух фактически, ну, по сути, единых начал событий имеется в виду. Ведь событие в том, что должна быть норма, то есть не должно быть, например, там, глобальной катастрофы, лучше чтобы вообще не было локальной даже катастрофы. И это есть и помыслы Бога единого, и помыслы человека. И вот когда мы начинаем работать в этой области, то работа заключается в том, чтобы фактически просто делать, в общем-то, ну, постоянно, то есть делать работу практически не останавливаясь. Вот в чем признак достижимости результата? В том, что у вас на контроле находится какой-то объем информации, вы постоянно с ним работаете. Если вы посмотрите, что вы от этого объема как бы отходите и начинаете заниматься другим вопросом, то вы на уровне единого Бога там все равно работаете. Так вот, признак работы Бога, вот как вообще научиться работать, нужна же аналогия, то есть если человек какой-то водит машину, чтобы научиться у этого человека, другой должен, ну, хотя бы видеть, как она вообще есть, что он делает, он что, за руль держится или что он там делает. То есть здесь по аналогии то же самое, вам надо увидеть, где работает единый Бог. И когда вы видите это таким образом, что отвлекаясь от действия по, например, задаче, ну, для каких-то дел своих, да, в логическом плане, все равно, как бы сердцем видите, как идет работа, вы видите, что делает единый Бог. Тогда изучить достаточно просто механизм. Ну, например, управление по, например, предотвращению войны в Ираке, если информация двигается по часовой стрелке, то, ну, предположим, вот есть объем информации, сфера, вот здесь конкретно, она двигается. Это норма, но вы займитесь своими делами, там, начните восстанавливать себя, например, да, в другой области, где-то рядом. Она все равно двигается. Если вы, отвлекаясь на восстановление, ну, себя, например, да, или вообще другого человека, или ситуации, видите, что этот объем начинает приподниматься, он действительно приподнимается, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, то получается норма — это более приподнятое состояние сферы. Так сделал единый Создатель. Так вы можете воспринимать его действия. И тогда вы можете снова прийти уже к этому месту и, в общем-то, уже в научном виде, да, то есть ваш уровень восприятия. Вы уже обучены, вы знаете, вы приедете в ту точку, где нет этой сферы, а там, где она есть. И вот в этом точность управления, почему можно мыслить там, в разных местах, а управление — это конкретное место, потому что управление, то, что связано со всеми событиями, это есть единый Бог. И получается, что, ну, такая фраза, что управление — это есть единый Бог, это фраза, связанная с тем, что необходимо всегда контролировать ситуацию. И в связи с этим информация, например, предотвращения войны в Ираке, она не становится какой-то уж очень, как бы, усложненной вот, при таком анализе. То есть, если вы так делаете, то и ставите вот именно в область содействия духа единого Бога и духа вашего эту информацию, нормы, чтобы не было войны в Ираке, плюс делаете поправки на то, что вы периодически просматриваете, что делает единый Бог с этой информацией, как он вообще дальше ее регулирует, то вы вполне можете получить сверхиллюстрацию, которая сможет предотвратить, ну, как, например, глобальную катастрофу, даже локальную катастрофу и конкретно войну в Ираке. То есть здесь главное довести
все-таки вот этот элемент управления до уровня физической реальности, да? Конкретно объяснив там хотя бы одному солдату, предположим, армии США, что это не в его интересах, пройти на уровень, там, предположим, президента США и вывести линию управления, где просто приемлемая для всех норма, это есть норма мира, а лидерство подразумевается под лидерством именно в сторону мировых уровней развития, где все живут в мире. Ну, как истинное лидерство, это общий глобальный мир. То получается, когда вы начинаете какие-то свои доводы, да, на уровне души здесь уже приводить, у вас возникает монолог с уровнем фактически Бога. То есть вы говорите с Богом. И когда вы уже начинаете с ним говорить, вы видите, как он вам отвечает. То есть как вообще слова создает или рождает Бог. Как вы же воспринимаете поток словами. И если вы видите вот этот элемент диалога, а то, что видите, как я сейчас сказал, не сложно на самом деле, то вы можете сразу увидеть вообще, что тогда думают другие. Это отличие же четко, у каждого свой индивидуальный уровень управления. Ну, конечно, есть этика по доступу, то есть только те мысли, которые направлены, например, на спасение, можете увидеть вполне, особенно по макроспасению. И тогда возникает очень простой элемент. Все думают в одном направлении, как сделать так, чтобы спасти всех. И если кому-то надо помочь, это просто ваше правильное действие, ваша правильная мысль уже помогает другому. Просто свет от этого действия попадает сюда. И, кстати, это не зависит от расстояния. Может быть, это какой-то там миллиардный человек или там 10-миллиардный в будущем даже, и вы можете уже ему помочь отсюда. То есть получается, что свет вашего сознания, свет вашего правильного мышления по одновременному действию, содействию с душой Бога, он дает истинность практически везде, то есть истинные структуры вечного развития. И вот отсюда мы можем получить, ну, фактически, как бы, фрагмент реальности, который нормальный, то есть строить реальность, создавать реальность, да, создание мира. Здесь вы создаете мир реально в этой точке, потому что, например, ну, проходит там 100 лет или там 1 секунда, ведь следующий элемент, он складывается из совокупного уровня знаний. И когда ваши знания точны, то получается, что вы имеете уровень управления отсюда сразу же туда, как бы бесконечный уровень, да, так как делает единый Бог. Единый Бог в каждой точке выходит и действует одновременно на бесконечном уровне. То здесь, получается, я показал, как на логике вы можете прийти к тому, что видите именно как единый Бог. То есть на логике в данном случае я пришел к этому. Я показал, откуда вообще растет логика, откуда она развивается. Вот когда я сказал о точке, откуда растет человек, то здесь я показал, где растет логика, откуда. Ну, как правило, да, связано там с уровнем, например, мозга. То когда вы начинаете анализировать, откуда вот каждый элемент человека вообще растет, то вы можете увидеть, где эта точка, ну, собрать точку там самосборки, скажем, или сборки, которая характеризует, вообще говоря, наличие и рост любого элемента человека, включая его уровень управления и включая уровень, ну, собственного развития будущего. То есть каждый элемент находится где-то внутри. Вот эта вот область, которая внутри, это есть присутствие единого Бога фактически в душе каждого. Если мы обращаемся, ну, например, там, если молитвами, да, как бы вверх, а на самом деле к некому статичному уровню присутствия в душе. То есть изначально это уровень, на котором создавалась душа. И он имеет уровень задач именно единого Бога. Поэтому мы приходим к задачам как к системе практически саморазвития. То есть смотрим на задачи, что мы их сами себе поставили фактически. То есть, следовательно, мы можем быть везде, мы сами, в общем-то, участвовали, да, в той или иной мере. И получается, когда мы рассматриваем мир именно так, то здесь поставленные задачи, которые вот вообще существуют сейчас в мире, можно просмотреть с точки зрения, как бы, ну, обратного свертывания дорожки, да, информационной. То есть посмотрите, а почему вот лично каждый перед собой, вообще говоря, поставил такие задачи. Сейчас сделать вот это. То есть в чем было его участие в более ранних структурах, событиях, что вот он сейчас находится перед этими задачами. И когда вы, вот когда человек
уже, например, видит, что он сделал хотя бы уровень, или когда вы вместе видите, то решение проблемы часто становится совершенно ясно, понятно. То есть совершенно ясно становится, например, что сделать можно как можно быстрее сейчас, да, чтобы не было войны в Ираке. То есть это одновременно уровень ясновидения открывается, причем такого коллективного. Другой вопрос, что скорее это духовное видение, это уровень одновременного видения. То есть всем понятно, что этого делать не надо, но тем не менее события происходят, да, какие-то. То есть получается, что существует некая, ну, как бы оторванность коллективного мышления от уровня реальности. Когда мы опять делаем по аналогии, идем от физического уровня к мысли, ну, как в случае также единого Бога, то мы видим здесь, откуда вообще берется мышление, то есть откуда и где вот в физической реальности находится область, которая характеризует рост мысли. Если, например, исходя из того, что когда вы сталкиваетесь с каким-то уровнем управления, с какой-то задачей, мысль понятна, она как необходимость управления, но в материальном субстрате, где она растет, мы видим, как развит человек вовне. То есть, если мысль есть в вас, то она где-то еще есть. То есть, как вы развиваете физическую реальность. И когда вы уже приходите от таких, ну, как бы, соаналогий, да, с внешними элементами, то они начинают развиваться так же, как вы вместе с единым создателем. Содействовать вместе с единым создателем, значит, получается в данном принципе и одновременно ориентировать всю внешнюю систему, чтобы она соответствовала с вами. Имеется в виду там элементы какой-то внешней реальности, пусть даже отдаленной или приближенной. При этом люди здесь входят в особую категорию, люди, которые все понимают в данном случае. Это все, что внешне, по крайней мере, логически ясно, что людей всегда можно научить там договориться, рассказать, сделать там, например, большие образовательные курсы, они рано или поздно все равно научатся. А вот как, предположим, значит, внешность, такой, чтобы это было не поздно, а именно вовремя, то лучше учить, как бы, все информировать там микроструктуру, микроматерию, знаниями содействия, опять же, с душой единого Бога. И показывать уже по аналогии, по отношению, как вы это делаете. То есть, когда так, то, в принципе, ну, например, там, если сейчас технологиями бы управления, например, там, обладало бы, ну, скажем так, очень много людей прямого доступа, то реальность уже такова была, что, скажем, при миллиарде человек, да, где-то уже существенная часть для планеты, события уже не могут структурироваться в сторону как бы глобальной ресурсы, они уже не могут быть изменены. Вот в этом принципе именно коллективного управления. Но может быть так, что один человек хорошо, который обучен, он уже не даст произойти глобально. Но здесь именно изменения. Но здесь получается, что когда мы говорим об изменениях в глобальном плане именно с точки зрения деструкции, то с деструктивного порядка точно, кстати, сила есть у каждого, что каждый это может сделать. Но вот когда мы говорим, что глобальные изменения даже локального типа, ну, предположим, там нет сдвига галактик, да, то здесь получается это очень мощный элемент самовосстановления. То есть вам, чтобы восстановиться, если вы хотите излечиться, там, например, брать, предположим, такой диагноз, как, предположим, пилонефрит, конкретно привожу пример, то здесь восстановительный цикл может быть такой, что постараться как бы бросить, ну, импульс, что ли, оптический в сторону там какой-то галактики и получить отраженный импульс на область почек. Тогда получается, что от попытки сдвинуть, ну, некую макронорму, вы получаете норму при данном дне, то есть вы восстанавливаетесь. И получается, что взаимодействие именно с глобальными системами, оно заключается в том, что вы получаете фактически механизм управления макросистемой, в общем-то, для собственного как и здоровья нормы. И поэтому, когда вы начинаете действовать, ну, фактически так, как действуют окружающие, то есть видя их единые помыслы, например, там, по вечному развитию, именно от уровня единого Бога, то человек может этого вам не сказать. А вы это просто видите. Вы видите ту систему, тот уровень глубины человека, где он это может делать.
то дальнейшие действия это только лишь направить. То есть можно, конечно, скажем так, все равно стремиться, нужно там, чтобы все больше людей эту технологию обучали, ею владели, то есть старались, чтобы технология именно по прямому доступу, по моему учению в экономического развития, переходила ко все большему количеству людей, но здесь существует такой принцип, что если даже один новичок один раз хотя бы услышал, там, ну, пару слов он вообще должен уметь спасти. И вот когда вы вот такой принцип именно вот начинаете реализовывать в плане, что ли, дальнейшего, так скажем, действия, направленного на норму, то получается, что вот этот новичок, который там первый раз услышал, он должен быть мгновенно проинформирован. И получается, что вот это вот мгновенное информирование, это и есть на самом деле принцип, который характеризует, в общем-то, опять же, метод содействия с душой единого Бога. Мгновенная информированность. Бог сразу же дает во спасение, да, вот много достаточно случаев, просто уникальных, там, например, в моей практике один из случаев, который я узнал, это когда был, ну, там, вариант испытаний самолета военного, и ударил самолет просто об реку, кабина пролетела, и через маленькое окошко, через которое вообще человек просто не пролез, пилот вместе с парашютом вылез. То есть он, как получается, конкретно практический случай, просто действие в экстремальной ситуации. То есть получается, что тело не является фиксированным элементом, ну, с точки зрения, там, если необходимо спастись, да, вот пилот конкретно спасся, в случае Веремея болел известный летчик испытатель. Поэтому, если, например, исходить из практики такой, или конкретно у того же Веремея Бориса Ивановича были случаи, когда большая очень дыра в фюзеляже, когда, в общем-то, физически самолет не может лететь. Тем не менее, он спокойно его сажал. Достаточно распространенная система в летной практике, когда нет физических законов для того, чтобы реализовалась ситуация, а ситуация нормируется, то здесь говорит о том, что человек фактически компенсирует собственной силой, моделируя, ну, как бы абстрактную систему, то есть автономную систему вокруг этого самолета, как бы движется до все. Там, земля, сила притяжения и так далее. И, например, происходит нормальная посадка. То, когда вы мгновенно информируете одного новичка и ставите информацию в центр необходимости, ну, например, предотвращения возможной глобальной катастрофы, может быть так, что, ну, это, конечно, связано с какими-то сложностями там, по времени, это может быть там, даже микросекунды, да, не мгновенно, но там можно подвинуть, там, поставить раньше возможной катастрофы. То есть просто информационно подвиг, вы же владеете доступом в любую точку данной системы управления. И этот новичок способен вполне сделать так, чтобы этого не произошло. Так вот этот метод содействия с душой Создателя, единого Бога причем, заключается в том, что вы уравниваете систему фактически знаний, что макрознания, какие-то, что очень углубленные знания, что какие-то специальные или технологические высокие знания в плане управления, вы вводите знак равенства. Так вот, введение знака равенства – это опять близость к душе единого Создателя. Для Создателя все равны единого. Получается, что как только вы приближаетесь, а приближение показал, как это делать приближение, это ввести равное отношение. Тем самым вы передаете знания уже буквально, ну, может быть, там такие вот в неявном виде и миллиарду, а в явном можете передать там тысячам, да, миллионам, в плане того, что знания быстро дойдут, ну, там, миллионам там, за какой-то короткий срок даже. То есть, поэтому по моей именно системе распространения знаний, получения осознанного развития, здесь я показываю, что необходимо распространять все-таки на уравненных условиях, что кто даже в первый раз воспринимает, он потенциально может сделать соотносимо столько же, как и тот, кто технологически подкован, да, хотя, конечно, разница часто, ну, большая, кто технологически знает, он просто как бы берет на себя эту задачу и как бы приподнимает уровень, ну, как новичка, да, но он его сразу приподнимает до уровня своего, то есть новичок уже это делает. Потом, конечно, тот, кто первый раз он осваивает, может быть, он не обязательно находится в экстремальной ситуации, постоянно это новичок. Постепенно у него возникает
какое-то время, которое позволяет ему технологии добрать. Ну, там, доучиться, какие-то, например, видеокурсы прослушать, или просто по текстам научиться, или просто ходить на лекции, например, и так далее. То есть получается, что уровень вот именно содействия с теми, кто в этом даже не участвует, изначально, да, первый раз, это тоже также уровень содействия с душой единого Бога. Ведь Бог содействующий, Он всегда дает возможность спастись. Даже тому, кто там далек от этих принципов, или о них не знает, или находится в ситуации, когда ему нужна мгновенная помощь. Это ситуационно, вот, как я рассказал, существует даже вплоть до изменения физических параметров тела, там, не говоря уже о каких-то ситуационных системах. Поэтому получается, что смыслом именно в данном случае как бы единого управления, от единой личности, от вашей личности к управлению действия по именно задачам все-таки единого Бога и по действию, так как делает единый Бог, является именно личностное управление, ваша личная свобода, да, личность свободная, личность управляющая. Чем больше управляете, тем, получается, вы имеете больше свободы действий, реально. Вы более свободны. И получается, что вот соотношение именно истины, ну, человек всегда, по сути, свободен, но здесь имеется в виду с точки зрения достижимости. Полная свобода – это обязательное достижение любого создательного результата, получается так. И, следовательно, полная свобода, которая дана личности, это необходимое условие для следующего развития цивилизации, личности. И вот когда вы уже начинаете, ну, отстаивать, да, принцип с личной независимой свободы, ваше, вообще говоря, это же личное дело, если вас касается, ну, какая-то там проблема, даже пусть локальной войны, пусть даже информационно касается. Почему она должна вас касаться? То есть это вы вполне можете с этим не согласиться и на личностном уровне проявить, значит, управление, которое уже препятствует и в конечном итоге не приводит, например, как к самой войне, так и тем более когда глобальной катастрофе. Но, по крайней мере, в реальности управления в первую очередь надо сделать так, чтобы не было возможной глобальной катастрофы, естественно. И уже в плане, когда у вас остается время, вы работаете по локальным системам. Здесь главное, вообще говоря, вот с точки зрения практики управления, это, по моим данным, просто работать много. Вот чем больше происходит работа, тем эффективнее достигается результат. Просто совершенно конкретный вот закон, больше работы и, соответственно, больше результатов. Никаких других вот критериев вот я, например, в общем-то не встречал. Все упирается только в объем работы, в количество произведенной работы. Поэтому с точки зрения того, что сейчас я сказал, и я еще говорю, что существуют методы того, что работа может сделать более эффективной, более оптимальной. Здесь, ну, использовать ту же систему управления, то есть работать не обязательно как бы по времени много, а просто более много эффективно, так скажем, можно ставить разные цели управления, поставить цель там работать более эффективно много. Вот, поэтому как раз вот по существующей задаче я еще раз призываю к тому, чтобы проработать эффективно с точки зрения прекращения войны в Ираке и в мире, по возможности использовать, ну, различные, в том числе универсальные системы управления, и постараться обобщить на все ситуации будущие, на свое личное управление, то есть добиться все-таки реализации личных, пусть даже незначительных задач. Потому что когда перед нами стоит задача обязательного управления, нам надо в том числе добиваться и реализации личных задач, чтобы видеть, что управление системное. Задачи могут быть разные, как я сказал, да, это может быть восстановление здоровья, может быть решение каких-то ситуаций, других, своих. Поэтому, объединив, значит, ну, как бы личное и общее, и сделав еще раз такое вот макроуправление, постарайтесь ситуацию достичь вот, в минимально все-таки короткое время. Вот, по возможности, ну, как бы условно, в какие-то часы, даже минуты достичь того, чтобы реализовалась та ситуация, что значит, происходит прекращение вот такой глобальной войны. Лучше сделать так, чтобы значит, сразу сделать управление, чтобы не было даже минимальной возможности начала, то есть провести резкую границу возможности начала. При этом
сделайте так, чтобы управление полностью коснулось все-таки вас, что это ваша личная задача, и вам нельзя допустить, чтобы это произошло. Вот когда вы переходите на личную задачу, то управление становится максимально быстрым и максимально эффективным. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание.